Когда дело доходит до определения возраста метеоритов, то есть хронологии, но также и для таких тем, как ядерный синтез, то есть как образовались различные нуклеиды. Как возникли все элементы, важно знать что-то о том, что происходит с метеоритами, и, следовательно, о хронологии, а также о таких темах, как ядерный синтез, то есть как образовались различные нуклеиды, как возникли все элементы. Знающие радиоактивный распад. Сейчас происходят различные радиоактивные распады, но на самом деле есть три основных, которые нужно знать и которые имеют место. И они представлены здесь один раз. По сути, все это представляет собой небольшой схематический фрагмент ядерной карты. На оси Х здесь справа изображено увеличивающееся количество нейтронов, а на оси УАЙ вверх увеличивающееся количество протонов. А потом мы начнем с мутантного ядра здесь, на этой ядерной карте. Где-нибудь. И теперь есть эти три типа распада. Давай начнем, например, с витаминного распада. При этом один электрон покидает атомное ядро. И при этом электронном распаде, когда этот электрон выходит, нейтрон в ядре превращается в протон. То есть это мутануклеус теряет нейтрон, поэтому он движется в этом направлении. Но это превращение также означает, что нейтрон теперь ушел или не совсем ушел. Теперь это протон, то есть к нему присоединяется протон. И все это становится другим элементом, в ядре которого на один протон больше. Потому что количество протонов определяет, что это за элемент. И это распад бета-амина. Нейтрон распадается на протон, и один элемент перемещается дальше по ядерной карте. Вверх или прямо к протону. Теперь все происходит наоборот, так что позитрон распадается, и позитрон выходит из нейтрона, выходит из протона, в том случае, если нейтрон распадается. А позитрон выходит из протона, в том случае, если нейтрон распадается, в том случае, если позитрон распадается, в том случае, если позитрон распадается. В том случае, если позитрон распадается, в том случае, если позитрон распадается, в том случае, если позитрон распадается, в том случае, если позитрон распадается положительный заряд. Уходя, преврати протон в нейтрон. То есть это ядро движется в направлении еще одного нейтрона здесь. И когда протон распадается, то есть протон превращается, один протон исчезает, и все это идет вниз здесь. Это означает, что при бета плюс распаде протон превращается в нейтрон. Ты также можешь немного запомнить все это, что при бета плюс положительный заряд исчезает, так что это практически протон. При бета-минус распаде отрицательный заряд исчезает. Это означает, что должен появиться положительный заряд. Это означает, что должен появиться протон. В-третьих, есть еще альфа-распад. Альфа-распад — это нечто другое, просто часть ядра уходит. Значит, только что произошло превращение, протон-нейтрон или нейтрон-протон. Теперь это происходит из-за того, что часть ядра уходит. И именно то, что уходит, это ядро из гелия-4. Ядро гелия-4 состоит из двух протонов и двух нейтронов, которое, как я уже сказал, уходит. То есть все это уходит на два протона вниз, на два нейтрона вниз, соответственно, в направлении потерь. И затем у нас здесь происходит альфа-распад в этом направлении. Это означает, что и здесь у нас, конечно, есть новый элемент, у которого на 2 протона меньше. При бета плюс распаде он был на 1 протон меньше. При бета минус распаде он был на 1 протон больше. И это три самых важных распада. Бета плюс, бета минус и гелий-Виркин или альфа-распад, которые следует помнить и которые также очень важны для ядерного синтеза, но также и для определения возраста или если учесть радиоактивные распады, который хочет разобраться в хронологии определения возраста. Эти три распада здесь очень важны, поэтому вы должны их знать. Здесь я однажды иллюстрирую, как происходит радиоактивный распад, или как распадаются радиоактивные элементы и как, соответственно, происходит образование дочерних ядер. И в качестве аналога я показываю это здесь, на том, что я хотел бы однажды назвать столом для встряхивания монет. Так вот, на этом столе есть один стол с красными и синими кругами. И теперь они должны изображать монеты. Красная сторона — одна сторона, синяя — другая. То есть любая фишка, у которой с одной стороны красная сторона, а с другой синяя. И этот стол сразу же встряхивают. Или его уже встряхивали раньше, или все эти монеты когда-то были брошены на этот стол. И в этом случайном процессе подбрасывания 1000 монет получается так, что примерно половина монет имеет синюю сторону, а другая половина монет — красную.
И это показано на этой вычислительной диаграмме. Начало — это 1000 монет, и здесь есть маленькая точка, которую ты тоже не очень хорошо видишь, ты видишь немного лучше. Но ты начинаешь здесь с 1000 монет. И после того, как ты их подбрасываешь, 496 монет показывают красную сторону, а 504 монеты показывают синюю сторону. И что я сейчас делаю, так это то, что теперь предположим, что синие монеты показывают рубидий 87. Рубидий 87 распадается на стронций 87. И подбрасывание их — это практически первый шаг, когда половина. Вы делаете период полураспада здесь, после того, как половина первоначального количества рубидия стронция распалась. А красное — это стронций 87, образовавшийся в результате распада. И этот рубидий стронций 87, я просто сотру это. Это значит, что теперь первый временной шаг пройден. Тогда я посмотрю, сколько еще осталось рубидия 87 и синего. А это в данном случае 504. А теперь я снова перетряхну весь стол. И при этом снова произойдет так, что примерно в 50% монет будет красный цвет, а в другой половине примерно синий. Я делаю это один раз, и тогда я действительно вижу, как и следовало ожидать, половина примерно красная, другая снова синяя. То есть 226 красных из 504 и 274 синих. Значит, осталось 274 рубидия. Если я снова удалю красные, я увижу на правой диаграмме, что после третьего временного шага, первого значения начала, снова останется 274 синих. Теперь я снова встряхну все это, и из этих 274 примерно половина снова будет красный и синий. То есть 130 синих, 120 красных. Я снова убираю красный пляж на 87-й. И я продолжаю делать это снова и снова. Я встряхну это, сотру красные, встряхну это, сотри красные, встряхни это, сотри красные. И я делаю это уже около 10 раз. А потом я вижу, что после 10 раз практически ничего не остается. В действительности по совпадению сейчас выходит ровно 0. То есть после 10 периодов полураспада примерно равен первоначальному количеству. Сейчас их было 1000, ничего не осталось. И это падение на этой кривой здесь, конечно, единица, эквивалентная электронной функции. То есть отходы, экспериментальные отходы, и следовательно у нас есть эта электронная функция. И это просто иллюстрируется таким очень простым механическим примером, поэтому этот активный по скорости распад следует именно за этой электронной функцией. Теперь я могу сделать все это с 10 тысяч монет, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Во-первых, конечно, масштаб по оси Х другой. Сейчас он колеблется от 0 до 10 тысяч, раньше он колебался от 0 до 1000. А потом я снова сотру красные здесь и посмотрю, как это выглядит. И это уже начинает выглядеть очень похоже. Потом я снова вылью это, сотру все красные. Я встряхну это, сотру все красные и снова сделаю это 10 раз, как и раньше, чтобы посмотреть, к какому результату ты придешь. Теперь у нас 7, 8, 9 и 10. И опять же ты видишь, что ты тоже показываешь примерно 10 на полпути. Почти ничего не осталось от инициала. Это просто потому, что это экспоненциальное падение чрезвычайно сильное. Независимо от масштаба, независимо от того, что у нас есть на оси Y, оно всегда падает одинаково. И поэтому примерно через 10 периодов полураспада, когда мы платим, ничего не остается от первоначального. Рубидий 87 присутствует только в этом, но это все рубидий стронций 87. И поэтому говорят, что после 10 периодов полураспада исходного материала фактически ничего не остается или остается очень мало. И тогда, например, это становится чрезвычайно трудным с точки зрения измерений. Теперь ты можешь себе представить. Теперь у нас здесь были красные и синие, 50-50. Теперь ты можешь себе представить, у тебя есть не отдельные монеты, а кубики с 6 гранями, и ты начинаешь бросать их. Каждая из этих точек, предположим, у тебя сейчас есть 100 таких кубиков, это были бы не красно-синие, а кубики. И теперь говорят, что если у тебя есть кубики, то все кубики, которые показывают число 1, это те, которые в основном стираются, как здесь прямо сейчас. Так вот, это и есть полученный стронций 87. А затем снова бросают кубики и снова все кубики. С одного вынимают, потому что это снова полученный рубиновый стронций 87. И так далее. Значит, на каждом шагу теперь отнимают не 50%, а по 1/6. И эта разница в 50% раньше, теперь 1/6,
это можно себе представить, как если бы это была константа распада. То есть раньше константа распада была 0,5, теперь она равна 0,166, что тогда равно 1/6. Это означает, что константа распада — это в основном не что иное, как количество сторон куба. Ты мог бы сейчас пойти и сказать, что у куба нет 6 сторон. Это всего лишь 10 страниц или n страниц, где n обозначает какое-то число, так что может быть 2567 страниц. Ты бросаешь кости, но ты убираешь только те кости, которые снова показывают 1. Но это всего лишь 12576 от первоначального количества. То есть постоянная распада там намного больше, период полураспада в этом случае был бы намного больше, потому что всегда есть время полураспада. Просто было бы вывезено гораздо меньше кубиков. Но таким образом можно представить, что означает постоянная сгиба и что, соответственно, означает период полураспада именно в этом случае, как некая аналогия. Вот и все. И вот как можно очень легко представить уменьшение или увеличение при радиоактивном распаде. На диаграмме радиогенной эволюции можно представить, как радиогенно развиваются резервуары с течением времени. По сути, это не что иное, как распад. Участок распада, только здесь не показан материнский изотроп, а только то, как дочерний изотроп увеличивается с течением времени. Здесь показано, что система распада алюминия-26 распадается на магний-26 с периодом полураспада чуть более 700 тысяч лет. Теперь я могу управлять временем с помощью ползунка здесь наверху. И тогда вы увидите, как от начального значения здесь на оси Y радиогенная 26 увеличивается в этом резервуаре. Резервуар теперь просто CI-контуры, и вот как развиваются CI-контуры. Теперь я могу добавить сюда еще больше резервуаров. Проложи эти синие линии. И там теперь есть два выше CI и два ниже CI. И те, что выше CI, изначально имеют высокое соотношение алюминия и магния относительно CI. Это означает, что там гораздо больше радиогенного магния 26. Это может быть ЦИ или может быть мезостаз кондрона. Две синие линии здесь внизу были бы, например, оливином или пироксеном, в которых почти нет алюминия, но, конечно, очень много магния. И поэтому относительно мало радиогенного магния 26. Или если бы сейчас это была система гафний-вольфрам, и здесь наверху было бы очень много радиогенного вольфрама. Тогда это отражало бы мантию, в которой очень много гафния, а здесь внизу это было бы ядро, в котором очень мало гафния, и, следовательно, очень мало радиогенного вольфрама. Присоединяйтесь к нам. Например, этот синий, вот эта пунктирная линия, это изокрона. Это просто соединяет точки, которые все одного возраста, и это как раз тот случай. Это означает, что теперь вы можете сдвинуть изокрону с течением времени и посмотреть, как развиваются различные резервуары. Сейчас действительно происходит разделение на разные резервуары, возможно, не в самом начале, а немного позже. И это тоже можно увидеть здесь. Так что теперь я могу установить разделение здесь немного позже. Конечно, когда разделение происходит позже, большая часть исходного алюминия-26 уже удалена, и, соответственно, может образоваться меньше магния-26. То есть эти различия здесь намного меньше между различными резервуарами. И этим можно воспользоваться, чтобы эта разница была меньше здесь, когда разделение происходит позже, чем когда оно происходит раньше. Тогда вы можете взять эту разницу, вы можете измерить ее, и тогда ее можно будет преобразовать в возраст. И это, конечно, причина того, что когда что-то позже отделяется, что-то образуется позже, эти различия очень малы между измеренными тогда, между этими резервуарами. Между этими резервуарами, 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 между этими резервуарами. Разные части. Кондрон или в других системах ядро, мантия тогда меньше. То есть, когда они просто меньше, они образуются позже. И на такой эволюционной диаграмме, как здесь, все эти события могут быть очень хорошо проиллюстрированы. Здесь я однажды изобразил радиоактивный распад. И для этого мне, конечно, сначала нужно уравнение распада, и оно называется n. n — это количество остающегося радиоактивного элемента, например, рубидия-87. Тогда это будет количество, которое все еще остается в рубидии-87, когда начнется распад. И тогда у вас есть начальное количество, то есть количество n0, и тогда возникает фактическое уравнение распада и начинается распад. Тогда E максимум минус лямбда умножается на T. Это фактическое уравнение распада. Возможно, что n, и это проще всего сделать, если установить n равным 1, что есть только и high минус лямбда t. Это так, когда у тебя есть своего рода 100% в начале.
И это то, что я хочу изобразить в сюжете. Это очень простая функция с параметром вдоль оси h. Этот параметр в данном случае равен t. Итак, вот график и. Передний n опущен, это то, что находится на оси y. То есть и высокий минус лямбда умноженное на t. И теперь параметр вдоль оси x равен t, и это должно быть представлено раз. Например, от 0 до 5,5 будет примерно 5 миллиардов лет в этом случае. Теперь еще предстоит определить лямбду. И лямбда теперь является константой ложности. Я могу теперь получить здесь из базы данных, например, информацию о периоде полураспада 87 рубидия. Это период полураспада, а потом я получу ее здесь за считанные секунды. Сейчас это не так оптимально. Вот здесь внизу я уже вижу сюжет. Я хотел бы иметь это сейчас, но через много лет. И для этого здесь есть приказ, чтобы это было переведено для меня в годы. Тогда я разделю это на 10,9. Тогда у меня период полураспада в миллиардах лет, 48,1 миллиарда лет. Это период полураспада рубидия. 87. Но сейчас я хочу не период полураспада, а лямбда постоянную распада и соотношение между периодом полураспада. Если здесь период полураспада рубидия равен 87, то соотношение между постоянной распада и периодом полураспада рубидия равно 87. Тогда соотношение между постоянной распада и периодом полураспада рубидия равно 88,1 миллиардам лет. Период полураспада — это натуральный логарифм, который здесь называется логарифмом, делится на 2 на период полураспада рубидия 87. А затем выводит его, и вот тогда получается период полураспада рубидия 87, постоянная распада в миллиардах лет. И вот здесь внизу я вижу сюжет. Сначала выглядит довольно линейно, потому что на оси x сейчас как раз время в миллиардах лет, и при таком относительно небольшой период полураспада, то есть всего 6% примерно от первоначального. Чтобы увидеть это немного лучше, видишь ли, я сначала подавляю вопрос об этих периодах полураспада, они меня не интересуют. И позволь мне немного установить здесь максимальное время. Я назову этот макс. Я бы хотел установить это время между 5 и 500 миллиардами лет. Так вот, этот макс я устанавливаю здесь. Тогда у меня есть вот такой регулятор, и теперь я могу установить Tmax. И если я установлю здесь время до 500 миллиардов лет, то вы уже сможете увидеть эту кривую распада намного лучше. Сейчас, возможно, еще интереснее посмотреть не только на распад, но и на увеличение. На рубидии 87. А теперь это всегда число, которое становится меньше от 1, то есть 0,99, 0,98. И разница, которой не хватает до 1, это то, что получается из стронция 87. Это означает, что здесь я записываю эту разницу, то есть 1 минус. То, что осталось, и это то, что образовалось на стронции 87. И положи все это туда. И тогда я вижу здесь наверху распадающийся рубидий 87 и вот образующийся стронций 87. И тогда я могу видеть это здесь немного лучше. И здесь точка пересечения, конечно, составляет ровно 48,1 миллиарда лет, где период полураспада. И я, конечно, могли бы пойти сейчас и сделать все это немного красивее, например, сделать рамку вокруг него. Написать на ней этикетку, где на оси h также будет написано, что это время в миллиардах лет. На оси y будет либо то и другое, либо увеличение, либо уменьшение, и тогда можно будет сделать все это. Здесь немного, здесь можно будет увидеть все это немного лучше. Итак, впервые видит простой радиоактивный распад на диаграмме распада. Период полураспада и постоянная распада находятся в прямой взаимосвязи, которую можно вывести из уравнения распада. Уравнение распада я уже писал здесь раньше, это n из t равно n0 умноженное на i минус лямбда t.
Лямбда – это постоянное распада, t прошедшее время, n определенное количество времени. А это количество изотопа, который распадается. Так что, возможно, у нас есть самарум-147, который распадается. У него есть определенное начальное количество, вот это n0. И затем у него есть количество, которое все еще существует через определенное время. И период полураспада теперь означает, что это время, после которого половина начального количества распалась. То есть, если начальное количество равно 1, то есть я могу вписать сюда 1, или я могу просто опустить его полностью, тогда половина распадется. Если останется только половина 1, то есть если останется только 0,5. И таким образом у нас есть уравнение, которое мы можем решить и решить по времени, потому что мы действительно хотим знать, в какой момент времени осталась только эта половина. Поэтому я пишу здесь решить, затем я хочу решить t для всего этого, и вот результат. И вот теперь результат – это t, и притом t после того, как осталась половина начального количества. То есть это период полураспада этого. T, и этот период полураспада равен 0,693 147 миллионным по лямбде. Так что если я напишу здесь половину тонны, то это будет то же самое, что и здесь через лямбда. И это число здесь наверху. Теперь, если вы посмотрите на это, натуральный логарифм, записанный в математике с помощью логарифма, равен 2. Вот здесь тебе нужно как-то вывести число, запиши это вот так. И вот теперь это именно то число. Это означает, что здесь наверху есть не что иное, как натуральный логарифм 2. И поэтому, если я сейчас напишу это обычным способом, то связь между периодом полураспада и константами распада такова, что период полураспада равен натуральный логарифм 2, деленный на постоянную распада. Или ты, конечно, можешь все это переписать. Ты можешь записать половину t1 здесь и половину лямбды слева здесь. Это идентично, так что константа распада равна натуральному логарифму 2, просто проходит период полураспада. Это связь период полураспада, постоянная распада, и ее можно вывести непосредственно из уравнения распада. Я сейчас выведу здесь уравнение радиоактивного распада, то есть уравнение распада. Для этого представим, что у нас есть определенное количество радиоактивного изотопа, скажем, рубидия-87 и его 1000 штук, который начинает распадаться, и в течение определенного времени, скажем, секунды, распадается 400 изотопов рубидия, то есть n равно 400. Мы вычитаем эти 400 из 1000, а затем получаем 600, и это количество рубидия-87, которое остается после этой секунды. Если у нас сейчас есть вторая система, скажем, самарий-147, у которой более длительный период полураспада, то есть за один раз распадается меньше. Во-вторых, может быть только 200, мы снимаем снова, осталось 800. Или быстро распадающаяся система с числом 26 с дельтой n, возможно 900. Конечно, больше, но скажем 900 распадов в секунду – это еще 100 оставшихся. Теперь на следующем временном шаге, когда мы, конечно, распадаемся, мы больше не можем идти к этим 1000, но должны смотреть на новое уменьшенное число с новым уменьшенным числом. Так почему бы тогда не добавить 400 к 87, потому что их осталось всего 600. Так что даже немногие могут распасться. И в этом есть определенная пропорциональность, которую мы видим здесь. Так что мы можем пойти и сказать, что в начале распад происходит в течение секунды, так что дельта t составляет 1 секунду, и мы смотрим на рубидий 87. Может быть 400 штук. Но это количество, которое распадается здесь за 1 секунду, пропорционально исходному количеству, то есть количеству в момент времени t1. И это вот этот момент времени t1. В определенный момент времени t2, так что давайте предположим, что в определенный момент времени t2 осталось бы только 100. Тогда, конечно, распалось бы только 40 рубидий 87. Осталось бы 60, только 20 из самария и только 90 из алюминия. И, соответственно, в самарии осталось бы ровно 80, а в 10 из алюминия 26. Так что к моменту Т2 все было бы кончено. Дельта N через дельту T через секунду будет здесь, в рубидии 8740. И это снова будет пропорционально в данном случае Т2. И здесь это были бы эти 100, в то время как в первом случае это были эти 1000.
И теперь я тоже сказал, что это всегда сумма, которая вычитается из суммы, которая существует в то время. Это означает, что мы вычитаем здесь 400. Из этих 1000, а затем здесь мы вычитаем 40 из 100, а затем всегда получаем ту сумму, которая еще есть. Вот почему там должен быть знак минус. В конце концов, есть еще и толпа, которая распадается, зависящие от изотопной системы. Так что, например, в случае с рубидием 87 это было бы 0,4 здесь. 0,4 умножить на 1000 – это 400, которые вычитаются здесь. Или в случае с амарии это было бы 0,2, в случае алюминия это было бы 0,9. И это очень определенный фактор. Коэффициент пропорциональности, который зависит от изотопной системы. И мы просто запишем это здесь как лямбда. И таким образом мы получим уравнение через этот коэффициент пропорциональности, потому что с его помощью мы получим фактический счет именно через 0,2, 0,9 и так далее. И из этого мы уже имеем почти полное уравнение распада. Потому что теперь здесь дельта n через дельту t, как я уже сказал, минус, то есть величина, которую мы вычитаем, равна лямбда умноженной на n от t. И теперь мы не хотим знать, сколько распадается за секунду, но хотим, чтобы количество, которое распадается, было за единицу времени. Сделайте как можно меньше. Это означает, что мы делаем здесь дифференциал, а затем записываем d через dt минус равно лямбда n от t, и вот теперь это готовое уравнение распада. Мне просто нужно это сейчас, прежде чем я решу это, на следующем шаге. Я просто хочу написать это немного по-другому. И правда, вместо d через dt я теперь пишу n от t. И это функция, и это производная именно от этой функции. И вот здесь у нас есть дифференциальное уравнение. И это просто означает, что производная здесь минус n от t равна лямбда n от t. Итак, и это уравнение распада, которое теперь можно преобразовать в решение принято. Чтобы у нас было окончательное уравнение распада. И я делаю это сейчас, потому что это немного проще, с математической программой. И вот я пишу уравнение распада точно так же, как я его только что поставил. Я пишу, что n из t равно, а затем лямбда. N из t. Итак, слева производная, а затем равна лямбда, умноженная на функцию. Чтобы решить это, мне нужна команда solve, и мне еще нужно написать, какую функцию я хочу решить. Это функция n от t, а параметр равен t. А потом я решаю это, и вот у меня есть решение. И решение теперь здесь внизу равно n от t. Итак, функция, которую я ищу, это высокое значение t, умноженное на лямбда. Это, конечно, должно быть, вот что у меня есть. Я только что забыл минус. Это производная от вот этого минуса. Ну, а потом здесь написано, что n из t равно и в минус лямбда t. Или минус t умножить на лямбда то же самое. А потом еще есть константа, которая возникает в решении. И эта константа не что иное, как начальное значение. Значит, вы начинаете с любого начального значения, распад начинается с начального значения, как раз в примере может быть с 1000 или с 87 изотопом. Или на 10 тысяч, или на 5000, или на 3000, или на процентную сумму. Это означает, что если я сейчас напишу это уравнение полностью правильно, то оно должно быть действительно таким. n из t равно, а затем и максимум минус лямбда умноженное на t. Перед всем этим тогда еще n0 в качестве начального значения. И я тоже могу проверить, соответствует ли это форме. Потому что на старте, да, на данный момент стартовое значение равно t0. И на t0, конечно, это значение и это значение должны совпадать.
Если я сейчас напишу 0 здесь наверху на t, то здесь будет 0. Умножь на минус лямбда, это означает, что здесь наверху будет только 0. А если здесь e, то наверху будет 0, то здесь будет 1. Это означает, что в момент n0 мы только что сказали, что t должно быть 0, в момент n0 равно n0. Так что все в порядке. Скажи, готовое уравнение распада точно такое же, как я только что показал здесь. n из t равно n0 раз больше и минус лямбда t, и как показано, можно вывести относительно прямолинейный вывод. И так далее до уравнения распада. Я получаю изохронное уравнение и начинаю с простого уравнения распада. Это и высокий минус лямбда, умноженное на t. Когда я пишу для лямбда L, немного легче действовать. Лямбда — это постоянное распада, и я хочу показать все это здесь на примере того, как рубидий-87 распадается на стронций-87. Период полураспада системы составляет около 48 миллиардов лет. Связанный период полураспада постоянная лямбда теперь L равна натуральному логарифму, записанному с помощью log, деленному на 2. Через эти 48 миллиардов лет и в качестве числа мне все еще нужно n. И тогда я получу здесь число для постоянной распада 0,144 десятитысячных. Первое, что я хотел бы сделать сейчас, это изобразить распад рубидия-87. И для этого я построю уравнение распада на интервале времени от 0 до 4,5 миллиардов лет. И тогда вы увидите здесь распад рубидия-87. Выглядит довольно линейно, но это связано с тем, что период полураспада очень длинный. Если я увеличу время здесь до 50 миллиардов лет, ты сразу увидишь это экспоненциальное падение. Дальше я хочу изобразить увеличение содержания стронция-87. И я делаю это как отличие от рубидия-87. Уравнение говорит мне, сколько еще осталось рубидия-87. То есть разница между тем, что еще есть, и тем, что было изначально, 1 в данном случае, это количество энергии, добавленной к 87. Это значит, что я копирую вот это уравнение, составляю разницу. Я представляю все это. Сейчас 54 миллиарда лет. Затем вы видите здесь падение содержания рубидия-86, а затем увеличение содержания стронция-87. Изохронный график теперь является параметрическим графиком. И это означает, что вы представляете значения y двух функций друг против друга. Что мы имеем сейчас? У нас здесь есть две функции. Один раз уменьшение содержания рубидия-87 и один раз увеличение содержания стронция-87. И это то, что мы сейчас противопоставляем друг другу. То есть, по сути, мы уже закончили с самим сюжетом. Нам просто нужно сказать, что это параметрический сюжет. Это ось x, это ось y мы выполняем. И это уже суть изохронного графика. Еще не совсем узнаваемый, и поэтому я хочу сначала немного изменить форматирование. И подготовил здесь несколько форматирований и обозначений осей, чтобы это было немного быстрее, и нарисовал это здесь. А потом я покажу это еще раз вместе с простым графиком распада. Так вот, теперь вот график изокроны. Тот же самый, что и только что, как я уже сказал, только изображенный немного по-другому. На оси X сейчас распад рубидия-87, то есть какое здесь значение у y на этой диаграмме распада. А по оси y здесь увеличение содержания стронция-87. Вот это увеличение по оси y здесь, на диаграмме распада. Время t сейчас не отображается напрямую на изокронной диаграмме. Теперь, чтобы немного понять, что изокронная диаграмма реальна, я хочу нарисовать еще кое-что по этому поводу. То, что ты видишь сейчас, это в основном порода с этим начальным значением рубидия-87, и это линия эволюции этой породы на этой диаграмме. И я снова должен пройти не 450 миллиардов, а 4,5 миллиарда лет. И затем вот эта линия развития на этом графике. Теперь я добавлю к этому еще один камень. С другим инициалом стоит рубидий-87, который был здесь в футляре 1, на самом деле стоял 1, просто это не имеет смысла или не нужно, я это опустил. Во втором камне должно быть всего 0,6 количества рубидия-87 в первом камне. А затем, конечно, то же самое должно быть и с рубидием-87, то есть тоже 0,6.
И затем я изобразил здесь вторую линию развития. А затем я изобразил еще третью линию развития. Она должна иметь содержание рубидия 87 в 0,2, как это первая порода. Тогда у меня здесь есть три такие линии развития пород. Три разные породы с тремя разными инициалами рубидий 87 рядом друг с другом. Я сейчас сделаю еще одну ось X, я тоже начну с нуля. И тогда вы уже сможете в принципе немного догадаться об изохронной диаграмме здесь. Но прежде всего, чтобы прояснить это, я хочу еще раз добавить время в качестве параметра. Сейчас время здесь доходит до 4,5 миллиардов лет. И вот сейчас я просто хочу иметь возможность установить TMAX вручную. В интерактивном режиме я делаю это по определенной команде, и тогда TMAX должен быть регулируемым от 1 миллиарда лет до 4,5 миллиардов лет. И то, что происходит сейчас, может также показать, сколько миллиардов лет только что прошло. И это сейчас линия эволюции трех пород со временем. Это также означает, что все конечные точки этих линий имеют одинаковый возраст. Это означает, что вы можете сложить их в линию, соединить эти конечные точки, и тогда все они будут одного возраста. Это означает, что они изохронны, и тогда это так. Конечно, изохрона. И я хотел бы вкратце остановиться на этом. Я могу провести здесь линию с помощью команды эпилога. Я тоже должен это увидеть. И эта линия должна пройти один раз от начала координат 0,0 до точки TMAX. Вот почему здесь написано TMAX. Детали сейчас не представляют особого интереса в этом месте. Ну, а теперь я еще добавил изокрону. Вот теперь это изокрона, и теперь, конечно, изокронная диаграмма видна очень четко. И из этого я хотел бы вывести еще само уравнение изокроны. В этом больше нет ничего особенного, много чего нужно. Я ненадолго уберу это отсюда, нам это больше не нужно. А изохронное уравнение или изокрона — это прямая. Уравнение прямой линии, называемое y равно mx плюс b. Первое, что я хочу сделать, это выяснить m, каков наклон этой прямой. И наклон этой прямой у меня есть здесь. У меня есть значение y и значение x, соответственно значение x и значение y. Если я разделю их на части, потому что если прямая, я напишу это здесь, когда уравнение прямой будет звучать громко. Y равно mx, b я оставлю ненадолго. Тогда y через x равно m. Итак, я беру эти x и y и делю на части. Беспорядок. Так что вот это все y, вот это x. А потом я делаю так, что y делится на x, и тогда это наклон изохроны. И чтобы немного упростить этот термин, я пишу перед ним simplify, а затем я получаю здесь, как мне вероятно придется еще раз написать лямбда. О, здесь есть проблема. Потому что лямбда, которую я тоже должен написать, потому что в противном случае она занята. И тогда я получаю здесь в результате для наклона этой изокроны минус 1 плюс e высокая лямбда t. Или переписав, я также могу назвать ее e высокая. И тогда я напишу ее, может быть лучше чисто, e высокая лямбда t минус 1. Это наклон изокроны здесь. На изокронной диаграмме. Это m. Мы тоже знаем x. X — это просто рубидий. Я привожу это здесь в качестве строки текста. Это рубидий 87. Да, это ось x и следовательно практически она, так что это ось x здесь и следовательно x. Это означает, что это m, поэтому может быть мне следует заключить это в скобки. Это весь малый рубидий, 7,80, тогда это просто рубидий, тогда это х. В уравнении
а Y соответствует стронцию 87. И, следовательно, в принципе, мы уже очень близки к уравнению изокроны. То, что ты делаешь сейчас, это даешь изотопы в виде соотношений. Это означает, что здесь нет стронция 87, но ты все равно делишь его на эталонный изотоп. В этом случае это был бы стронций 87, стронций 86. Эталонный изотоп также разделяется на другой стороне, то есть рубидий. Видий 87 также разделен на этот эталонный изотоп. Там видий 87 также относится к стронцию 86. И тогда может оказаться, что у тебя есть еще одно начальное значение. Так что все здесь начинается не с нуля по оси Y, а с какого-нибудь начального значения концентрации стронция. Там до 87, а потом к этому добавляется радиоген. Вот почему здесь, на этой странице, к этому добавляется начальный рубидий стронций 8786 стронций, то есть начальный. И это добавляется сюда. Тогда тебе нравится писать это задом наперед. И вот тогда получается готовое уравнение изокроны. И таким образом уравнение изокроны можно вывести из уравнения распада напрямую, а также за относительно небольшое количество шагов. Тогда нужно добавить еще специфические для изотопа вещи, такие как соотношение. Но в принципе именно так можно относительно быстро и относительно легко вывести изохронное уравнение напрямую. Здесь в принципе показано, как выглядит изохронная диаграмма долгоживущей системы распада. Долгоживущие системы распада возникают тогда, когда у них период полураспада превышает около 100 миллионов лет. Здесь показана система распада рубидия 87, стронция 87, период полураспада которой составляет 48,1 миллиарда лет. То есть совершенно очевидно, что она долговечна. Итак, изохронная диаграмма теперь построена следующим образом. На оси Х изображен мутаноклид, то есть в данном случае рубидий 87. На оси Y, то есть тахтоноклид, то есть в случае стронций 87. Изотопы всегда указаны в соотношениях, и нормирующий изотоп в этом случае теперь стронций 86. Это, конечно, верно как для матери, так и для дочери наклид. Когда мы смотрим на породу сейчас, мы хотим рассчитать возраст и создать для этого такую изокрону. Тогда нам нужны компоненты в этой породе, которые имеют разные концентрации материнского нуклида или разные соотношения рубидия-стронция, то есть этого материнского нуклида к дочернему. В таком случае, если бы у нас были высокие уровни рубидия, то, возможно, этим компонентом могли бы быть какие-то полевые шпаты. И, возможно, в более низких соотношениях это могли бы быть оливки или пироксен, в зависимости от того, что это за порода и на что вы сейчас внимательно смотрите. И тогда у вас все еще есть состав балок. Так что в конечном счете минерал конкретно не имеет значения. Речь идет именно об этих различных компонентах. Тогда давайте посмотрим на этот компонент здесь, с высоким содержанием рубидия-стронция. Это все равно 87, поэтому когда я сейчас говорю, что высокий рубидий, если в нем много рубидия, то, конечно, автоматически в нем всегда много рубидия 87. Вот почему это можно использовать в эквивалентном диапазоне. Так что если у тебя сейчас здесь много рубидия с этим компонентом, то со временем он распадется, и тогда в нем будет меньше рубидия. В то же время образуется стронций 87, то есть стронций, то есть все это увеличивается вот в этом направлении. Так что может быть пока здесь. То есть вся система движется именно по этому вектору, практически вот вверх. Вот эта часть вот вверх. Теперь то же самое можно наблюдать для второго компонента с меньшим содержанием рубидия-стронция. Потому что в нем меньше рубидия, и в то же время, если мы посмотрим на тот же интервал времени, что-то становится, также распадается меньше рубидия. То есть в этом направлении идет меньший кусок. И, соответственно, образуется немного меньше стронция, так что он тоже поднимается на меньшую высоту. Все это прибывает примерно сюда. Если пройдет больше времени, образуется много стронция,
то есть столько рубидия распадается, и тогда образуется много стронция и всего компонента. Движется к этому моменту. За то же самое время в этом втором компоненте также распадается меньше рубидия и, соответственно, образуется немного меньше стронция, и этот второй компонент движется именно к этой точке. И теперь мы можем продолжать в том же духе, так что в этом третьем компоненте распадается еще меньше рубидия, потому что изначально там меньше. Образуется еще меньше стронция, и тогда вся система движется к этой точке. И так за все эти баллы. То есть у нас теперь есть набор баллов, которые все одного возраста. И поэтому мы можем соединить эти баллы вместе, и тогда это будет именно эта изокрона здесь. Важная вещь в этих системах длительного распада — это особенно заметно, если сравнивать с недолговечностью, что общий вектор, и я преувеличиваю, движется в этом направлении. Значит, что-то распадается по оси x, и в то же время возникает что-то по оси y, и все это движется. Тогда вот в этом направлении. И это основной принцип того, как выглядит график изокроны. Вы также можете взять наклон этих изокрон и затем рассчитать возраст по этому наклону. Я не хочу сейчас этим заниматься. Сейчас речь идет только о том, насколько фундаментально построен этот график. Главное во всем этом сейчас то, что изохронный график — это график параметров. Потому что здесь вы смотрите на две вещи. Вы смотрите на материнский нуклид, на рубидий 87, и один раз на тахтоноклид, один раз на стронций 87. И оба они практически описаны с помощью собственных формул. Хотя то, что описано здесь ниже с помощью формулы распада, форма та же, но выглядит немного по-другому. Формула распада E максимум минус лямбда T — это описывает распад рубидия 87, а здесь наверху у вас есть практически первое максимум минус лямбда T. Это описывает увеличение в стронций 87. Это значит, что у тебя есть два уравнения, с помощью которых ты можешь изменить это. В составе этого компонента описывает это здесь, один раз в этом направлении, один раз в этом направлении. И затем, если вы посмотрите на все это и опишете математически и получите изокронные уравнения, важно знать, что это график параметров здесь s один раз на оси x, 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 один раз на оси по оси y, вот это. И это то, насколько принципиально построена изохронная диаграмма для долгоживущих систем распада. Здесь в принципе показано, как выглядит изохронная диаграмма короткоживущих систем распада. Короткоживущие системы распада имеют периоды полураспада, возможно, менее 100 миллионов лет. Например, здесь показан распад 182 гафния на 182 вольфрама с периодом полураспада 8,9 миллионов лет. То есть совершенно очевидно недолговечный, что-то вроде алюминия-26. Период полураспада этой системы составляет всего что-то около 700 тысяч лет. Теперь она показала, как я уже сказал, распад от 182 гафния до 182 вольфрама. Теперь это недолговечная система распада, и они характеризуются отсутствием мутоноклида. То есть 182 гафния здесь больше не существует. Если он больше не существует, его тоже нельзя измерить. И если вы не можете его измерить, вы также не можете представить его нигде на этой диаграмме. И поэтому он тоже не появляется на этой диаграмме. Вместо этого появляется то, что вам все равно нужно что-то похожее на одежду Мутона, и вместо этого появляется 180 гафний. Вот почему здесь внизу. 180 гафний — это стабильный изотоп, и кое-что от него все еще остается. Это то, что вы можете измерить. Теперь, чтобы вообще представить изокрону, то есть чтобы получить изокрону, теперь нужны породы, содержащие различные компоненты. И эти компоненты нуждаются в различных концентрациях или, возможно, в идеале в соотношении между материнским зародышем и дочерним элементом, или материнским элементом, то есть элементом, который является частью материнского зародыша и дочерним зародышем. И эти элементы в системе порта и вольфрама могут быть просто, например, силикатами.
В силикатах очень много гафния, потому что гафний литофильен, а затем металлы. Вольфрам хитофильен, поэтому он находится в металлических фазах. И тогда ты сможешь изобразить это вот на этой диаграмме. Я вовсе не хочу останавливаться на отдельных компонентах, просто эти компоненты должны иметь разный порт в соотношении вольфрама. Так вот, например, здесь на оси Х есть компоненты с высоким портом в вольфраме и компоненты с низким портом в вольфраме. На оси Y теперь изображен тахтанокли, из которого это возникло. Это стабильно, так что из этого есть что-то. Так вот, здесь изображен вольфрам 182. Изотопы теперь всегда представлены в виде соотношения, так что нужен еще один нормализующий изотоп, и в данном случае это вольфрам 184. То, что ты делаешь сейчас, это ищешь в породе компоненты с разными соотношениями вольфрама. И тогда ты получаешь, например, высокое соотношение порт вольфрама в одном компоненте, как я уже сказал и здесь, и тогда у тебя получается общий состав. Как я уже сказал, это 182 вольфрама. Вольфрам вымер, то есть он нигде не появляется. Но вольфрам 182 все еще появляется. И если изначально, когда эта порода еще имела такой состав, там все еще было 182 вольфрама, тогда это был вольфрам 182, то есть состав. Состав этого компонента движется вот в этом направлении, вот вверх. Если мы посмотрим на второй компонент, то при распаде 182 вольфрама он также движется вверх. То, чего здесь не происходит, это отличие от долгоживущей системы. Это то, что что-то движется влево. Вот. Это то, чего сейчас не происходит, потому что мы просто смотрим на 180 гафний, потому что есть только это. 182 гафния просто больше нет. Это означает, что здесь все движется только вверх. Потому что сейчас здесь, где изначально было много 180 гафния, через определенное время это движется дальше вверх, чем здесь во втором компоненте, где было меньше первоначального гафния, оно движется только наверх. В то же время, что и здесь, и в третьем компоненте после здесь и так далее. То есть через определенное время все эти точки лежат здесь на одной прямой, и поскольку эта прямая представляет одно и то же время, это и есть изокрона здесь. Теперь, если вы посмотрите на вторую скалу и сделаете там то же самое, что и здесь, и получите другую изокрону, потому что, если вы посмотрите на вторую скалу и сделаете то же самое там и здесь, и получите другую изокрону, потому что если скала образовалась в другое время, то здесь есть вторая изокрона. И если у вас есть это, если у вас есть две изокроны в этой изокроне, хромплоти короткоживущих систем распада, то вы можете взять этот наклон, эти две прямые, и тогда по этим двум наклонам можно будет определить, подсчитая разницу в возрасте. И эта разница в возрасте называется относительным возрастом. Так что вы можете только сказать, что эта порода, возможно, на 2 миллиона лет старше этой породы. И все они имеют разницу в 2 миллиона лет. Это все, что у тебя есть, или это то, что у тебя есть с недолговечными распадающимися системами. И вот как выглядит изокронная диаграмма короткоживущих систем распада. На этой диаграмме очень красиво и четко изложены события в ранней Солнечной системе. На оси Х здесь показано время, через миллионы лет после образования Солнечной системы, причем образование Солнечной системы здесь означает образование ЦИ. Это всегда считается временем 0, потому что это самый старый материал, который мы находим в Солнечной системе. Так что здесь впереди образование ЧИС практически все еще происходит в 0. Тогда у нас здесь внизу, что тоже важно, есть логарифмическая шкала. И мы переходим здесь от 100 тысяч лет или даже от 0 лет для ЧИС к 100 миллион лет. И здесь впереди все начинается с железных метеоритов, материнских тел, которые сформировались и дифференцировались. Это было бы первым событием здесь. После чего происходит образование конденсата, который таким образом произошел между 2 и несколькими миллионами лет после кризисов.
И все эти вещи любят датировать чем-то вроде 26 алюминия, который затем распадается на 26 магния, или 53 марганца на 53 хрома. Или здесь вы также можете частично. Уже от 182 гафния до 182 вольфрама берут. Впоследствии произошло очень много событий, от 5 до, может быть, 10 миллионов лет назад. А именно такие вещи, как базальтовый магматизм, у которого были угольные контуры, подвергся метаморфическому формированию, контуры CI, например, изменились к западу, и все это произошло здесь, в этом районе, возможно, от 5 до 10 миллионов лет назад. И для этого также используются такие вещи, как гафний 182 для вольфрама 182. После этого образовалась Земля. Для этого тоже используется порт 182, Вольф 182. Может быть, это довольно грубо немного в диапазоне. Может быть, до 100 миллионов лет, когда вы используете все это, не так ли? Собственно, пока только здесь, в 182 порт. 182-я космическая система Волка. Значит, Земля образовалась что-то в диапазоне от 10 до 30 миллионов лет назад. Это постоянно пересматривается с новыми результатами. Первые самые ранние события всегда датируются на Земле. Они могут быть примерно такими же, как первые 10 миллиардов лет, так что здесь возраст Луны примерно от 30 до 50 миллионов лет, так что плюс-минус. А потом наступит возраст Земли, и тогда вы найдете здесь самые старые лунные породы, возраст которых, возможно, составляет 4,4 миллиарда лет. То есть они образовались примерно через 100 миллионов лет после нулевого периода. Между тем, конечно, на том месте, которое сейчас здесь не совсем нанесено, образовались сами астероиды. Возможно, это должно было быть примерно в том районе. Образование астероидов от нескольких миллионов лет до, возможно, 10 миллионов лет воссоздания ЧИС. И это очень быстрый обзор событий в ранней Солнечной системе. Важный для метеоритов в целом – это, конечно, образование ЧИ, образование материнских тел железных метеоритов. То есть материнские тела уже существовали до образования кондронов. Это решающее тело, это важная информация здесь. Затем здесь образование кондронов, а затем образование астероидов, из которых мы получаем метрики, просто кондраты. Так много для быстрого обзора событий в ранней Солнечной системе. Если мы хотим датировать метеорные компоненты, если мы хотим датировать планетарные процессы, такие как дифференциация, образование земной коры и так далее, нам нужны подходящие системы радиоактивного распада для этого. Подходящий в контексте означает, что у них есть определенный период полураспада. Например, если мы хотим сейчас определить относительный возраст по Чису и Кондрену и так далее, то подходят системы распада с периодами полураспада в несколько сотен тысяч лет. И для поиска таких систем распада подходит вот такая маленькая программа, которую я когда-то написал. Теперь здесь можно установить периоды полураспада. Минимальный период полураспада T, ET05 – это период полураспада, и максимальный период полураспада, то есть T05. Сначала ты должен выбрать единицу измерения здесь. Я сейчас выбрал 1000 лет. Мы сейчас хотим определить относительный возраст, СНГ и контраргументы и так далее, а также максимум 1000 лет. А потом я просто поставлю здесь максимум, и тогда вы сразу увидите, вы получите огромный список. Конечно, связан с тем, что 1000 лет это может быть немного мало. То есть да, после 10 периодов полураспада система считается более или менее вымершей. То есть уже через 100 тысяч лет она бы вымерла через миллион лет. Так что мы можем предположить что-то вроде может быть 200 тысяч лет. Ну, примерно. И тогда список здесь будет уже меньше. И тогда я установлю максимум периода полураспада в 1 миллион лет.
И тогда у меня уже есть список, который очень управляем и с которым можно многое сделать. Я все еще мог бы, если бы мне было недостаточно, немного спуститься здесь или что-то в этом роде, и возможно когда-нибудь я получу еще немного, причем очень много. И не более того. Следующий вопрос, конечно, в том, какие системы вообще подходят. Если посмотреть, то такие вещи, как селен, висмут, плутоний, кюрий и тому подобное, конечно, чрезвычайно низко концентрированы, и поэтому, возможно, не так подходят для разумного получения чего-либо. Система, которая используется очень часто, это алюминий-26. Здесь наверху, с периодом полураспада несколько меньше, чем у других. Более 700 тысяч лет. То есть после 3-4 периодов полураспада, когда материала еще достаточно, его можно хорошо измерить. Скорее всего, прошло несколько миллионов лет, может быть 2-3 миллиона лет. Так что это очень подходящая система, как раз для этих недолговечных, для этих относительных возрастов ЧИС, Кандрён и так далее. Если мы хотим сейчас определить относительный возраст метеоритов, а также других компонентов или чего-то подобного, нам бы хотелось иметь системы, которым было бы несколько миллионов лет. Это означает, что я рассчитываю все это на миллионы здесь внизу, тоже на миллионы, а затем начинаю с миллиона лет. И переходим к чему-то вроде, скажем, 5 миллионов лет. И тогда, конечно, здесь вы получаете новый список, теперь с периодом полураспада в миллион лет для всего этого. И здесь вы находите системы, которые с радостью принимаются за это. Это, например, марганец 53-го, который затем попадает в хром, железо 60-го вот этого. Другие системы часто не очень подходят, особенно редкоземельные элементы или что-то в этом роде. Их, конечно, тоже трудно измерить. Бериллий-10 все еще можно частично взять и так далее. Но здесь вы также можете очень быстро найти что-нибудь для этого. Потому что если ты хочешь датировать образование ядра, тебе нравится думать что-то вроде, тогда, может быть, мы начнем с 5 и перейдем к чему-то вроде, скажем, 20 миллионов лет. А потом у вас есть эти системы, которые подходят для этого. Вот такая классическая система, порт в 102. Но вы также можете взять для этого палладиум-107 или йод и так далее. Как я уже сказал, Кюрии это возможно снова довольно сложно. И если взять что-то вроде мантийной дифференциации на дифференцированных планетах, то скорее всего речь идет о сотнях миллионов лет. Так что может быть мы дойдем до 20, а здесь до 200, и тогда у нас будут такие системы, которые также будут взяты здесь, как, например, Самарий-146, который затем будет разделен на две части. До 142% неодима распадается. И, наконец, для действительно долгого абсолютного возраста, и тогда вам нравится делать что-то подобное. И, может быть, мы начнем с 500 миллионов лет и перейдем к чему-то вроде этого, даже если вы возьмете 200 миллиардов лет или около того. И тогда, конечно, вы получите что-то вроде этого. Классические долгоживущие системы, такие как рубидий. 87, Самария, 127, 147, 176, лютеция и, конечно же, системы Арана, системы Тория и Рения. Так что это все, что здесь так хорошо известно для этих долгожителей. Но с такой небольшой программой здесь можно очень быстро получить представление о том, какие системы подходят и какие из них вы хотели бы выбрать. Или какие из них вы, возможно, хотели бы разработать здесь заново. Это подходящие системы, то есть константа распада для этих разных названных возрастов, которую нужно определить. Относительно компонентов друг друга, дифференциации, формирования стоимости и так далее. В космохимии, а также в геохимии вы постоянно сталкиваетесь с экспоненциальными функциями, логарифмами. А чтобы понять, как выводятся некоторые уравнения, особенно для изотопов, хорошо бы еще раз узнать их законы, и я хочу вкратце их повторить. Итак, начнем с таких очень простых вещей, что значение b равно 0 равно 1, соответственно, значение b равно 1. То же самое b. И для логарифма это означало бы, что логарифм 1 равен 0, соответственно, логарифм b, если основание также равно b. Тогда равен b, и если основание равно b, то оно равно b, и если основание равно b, то оно равно b, и если основание равно b, то оно равно b. И если основание равно b, то оно равно b, и если основание равно b, то оно равно b, и если основание равно b, то 1. Далее, то если у вас есть b равное n и все это снова равно m, то b равно b. n умноженное на m, соответственно, для логарифмов. Если здесь у вас есть x умноженное на n, это дает n умноженное на логарифм из x. Или продолжай b максимум минус n равно 1 через b максимум n, и для логарифма здесь не так уж много изменится при x максимум минус n. Тогда это будет минус n умноженный на логарифм x.
Теперь у тебя также может быть b умноженное на b умноженное на m, и тогда это будет b умноженное на n плюс m, так что это немного отличается от того, как здесь. Соответственно, для логарифмов все это было бы тогда логарифм x умноженный на y равен логарифму x плюс логарифму y. Конечно, тогда мы все еще можем получить b максимум n через b максимум m, и тогда это будет больше аналогично снова b максимум n минус m. Соответственно, также может быть b максимум n через b максимум m, и тогда это будет больше аналогично снова b максимум n минус m. Соответственно, для логарифмов, если у нас здесь есть логарифм от x до y, то это равно логарифму от x минус логарифм от y. Сейчас, особенно в контексте космохимии, изотопов и так далее, мы также часто сталкиваемся с натуральным логарифмом от и. И там тоже интересная взаимосвязь, например, с натуральным логарифмом x. Равно x умноженное на натуральный логарифм y практически отменяет это. И это может быть интересно в контекстах, где, например, логарифм чего-либо, возможно, a равен натуральному логарифму b. И тогда можно сделать и высоким. Lane A равно и высокому lane B, и тогда, соответственно, естественно, что A равно B. Так что для чего-то это очень удобно, и, как я уже сказал, это очень краткое изложение этого. Я хочу здесь наглядно показать, почему производная от high x снова становится high x. High x является экспоненциальной функцией, которая имеет очень специфическое значение в основании. Другая экспоненциальная функция была бы, скажем, 2 high x. И тогда вы могли бы представить ее в диапазоне значений от минус 3 до 3, например, и тогда она была бы вот этой экспоненциальной. Экспоненциальная функция. Или я может выбрать вместо 2 также 5, и тогда эта экспоненциальная функция получит какую-то иную форму. Я также могу построить производную от 5 до x с помощью функции d для производных, а затем ее следует решить по x, и это то, что здесь есть. Производная. Конечно, не тот же самый. Производная определенно отличается от самой функции. Я могу сделать 0,5 здесь и получить что-то вроде этого здесь. Конечно, это всегда отличается от того, что было на самом деле. Функция. Почему сейчас не так с i высоким x? И чтобы показать это наглядно, я сделал вот такую маленькую интерактивную программу. Это снова экспоненциальная функция, которую ты видишь здесь. И здесь сама функция — это просто a максимум x, где a — любое число, установленное здесь наверху, который может быть установлен либо вручную, либо с помощью такого ползунка. Производная также кратко показана еще раз. Тогда здесь указан наклон и пересечение оси y, соответственно, основание буквы, а также еще раз указано здесь. А теперь я хотел бы сначала просто немного поиграть с этим. Я устанавливаю для этой базы высокую ценность, более высокую ценность для чего-то 3 чего-то. А затем я смотрю на производную здесь и на значение y. Соответственно, я тоже могу видеть это здесь. Вот пересечение оси y и вот наклон. Сейчас, в данный момент, вы уже видите уклон выше, чем пересечение оси y. И это всегда так. Я могу изменить значение x как захочу. Наклон всегда выше, чем у оси y. То есть наклон логарифмической функции в этой точке x всегда выше, чем значение функции x. Независимо от того, какой x я устанавливаю. Это всегда остается неизменным, всегда больше. Теперь я устанавливаю небольшое значение для основания a. Может быть не слишком маленький. Да, может быть что-то вроде 2, что угодно. А потом я снова меняю x. И теперь все с точностью да наоборот. Наклон всегда имеет меньшее значение, чем сечение оси кси. То есть, если основание является основанием в зависимости от этого, то либо наклон всегда больше, чем сечение оси y, либо наклон всегда меньше, чем сечение оси y. И тогда, конечно, возникает вопрос, есть ли где-нибудь предел, при котором сечение оси y всегда равно пересечению оси y. Наклон есть, и это было бы ничем иным, как если бы наклон имел то же значение, что и сечение оси y. Это означает не что иное, как производную. Имеет то же значение, что и сама функция. Тогда вы можете начать настраивать базу таким образом. Просто сделай так, чтобы эти два значения здесь стали одинаковыми. Это сейчас как раз тот случай, случайный случай. Они сейчас спускаются по осям y, я могу попробовать быстро. Я немного проеду здесь и посмотрю, теперь это остается на все времена. Время такое. Это означает, что наклон в определенной точке теперь всегда такой же, как и само значение y.
Поэтому я меняю значение x, и это минимальная разница, но почти нет. Так что мне, наверное, придется еще немного его скорректировать. И правда, я мог бы написать здесь, может быть, 2,7, 1,8. И теперь он снова подходит, и это тоже значение с еще несколькими десятичными дробями от и. Это означает, что если вы нашли именно это значение, то оно увеличивается. Ой, я случайно изменил не ту вещь. 718. Если у тебя есть это значение, то ты можешь изменить значение x так, как захочешь. Значение x, наклон в этом значении x всегда, поэтому наклон функции всегда идентичен значению y. И это означает функцию и производную функции имеют одинаковое значение y. И следовательно, производная равна функции, и следовательно, это как раз тот случай, когда 2,718 что-то, что есть и. Поэтому и максимум x равен как производная, также и e максимум x. И это то, как ты можешь немного наглядно представить себе это. Если ты хочешь понять уравнения в космохимии, которые ты используешь все чаще, тебе всегда нужны дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения на самом деле очень упрощенно структурированы, состоят только из двух элементов. Первый элемент является функцией f от, а второй элемент также является функцией, и это то же самое, только его производная. Например, минус, я мог бы также написать плюс или что-нибудь еще производное, то есть f этой первой функции. И у нас есть уравнение, так что я, например, записываю, оно равно 0. На этой странице тоже может быть все, что угодно. 0 число, другая функция или что-то еще. Но это самый простой способ написать дифференциальное уравнение. Эти два элемента и тебе конец. Теперь эти функции также частично обозначены по-другому, так что это может быть и y-, который называется y- равно 0. Точно такое же уравнение, только написано по-другому. Или y-dy через dx равно 0, тоже то же самое. Вот это получается из этого прямого уравнения, чтобы просто вычислить наклон. Найди, что y равно mx, где m здесь наклон, поэтому y через x равно m. И если затем вы сделаете дифференциалы, то есть этот y очень маленьким, что делает x очень маленьким, то вы просто получаете наклон в одну точку. Так вот, наклон здесь в одной точке – это производная от собственно функций. То есть все эти три здесь, все три являются одними и теми же дифференциальными уравнениями. Вопрос, который возникает сейчас, когда ты хочешь решить дифференциальное уравнение, заключается в том, что это за функция здесь. Так что тогда она неизвестна. И это то, что ты хотел бы знать. Ты хотел бы знать, что такое f от x. И для этого ты можешь сначала переписать это уравнение и, например, перенести это f из x на страницу. Здесь написано, что f из x равно f из x. И вопрос, конечно, остается тем же самым, что это за функция здесь. Мы хотим это знать. Если ты сейчас посмотришь на все это уравнение, то, может быть, тебе придет в голову производная функции или единственная функция, производная которой равна самой функции, это e-функция. Так что EХХ равно производной, но EХХ является производной от EХХ и снова EХХ. Это означает, что функция равна x, производная равна x, и следовательно это уравнение здесь правильное. И вы нашли решение для f из x, а именно f из x равно x. И это причина, по которой функция и часто встречается в дифференциальных уравнениях. Потому что именно производная функции встречается в дифференциальном уравнении, а производная от и равна x, а затем a. Решая дифференциальное уравнение, где-то высовывает и x. И это то, как дифференциальные уравнения структурированы как таковые, работает. Вот почему и x появляется снова и снова, и почему и x, и экспоненциальная функция, и логарифмическая функция, соответственно, так важны в этом контексте. И мы постоянно сталкиваемся с этим в этом контексте. Вот я однажды покажу тебе, как составлять уравнения, а также дифференциальные уравнения с помощью математической программы. Предположим, что у нас есть уравнение что-то вроде h2 плюс 4 на плюс 12. И тогда уравнение равно 0, например. И должно быть решено.
И для этого есть команда solve. И затем я все еще должен указать здесь, какова переменная, по которой я решаю. Потому что здесь может быть не только x, но и a. И тогда неясно, является ли a переменной, по которой следует решать. Или x. И поэтому я тоже могу остановиться здесь. И поэтому я все еще указываю здесь сзади, что x — это переменная, по которой следует решать, сказал он. Я не уверен, является ли a переменной, по которой следует решать, или x. Мальчик, и поэтому я могу остановиться и здесь. И поэтому я все еще указываю здесь сзади, что x — это переменная, по которой следует решать. Тогда я выполняю все это, и тогда я получаю вот этот результат. И, конечно, для a тогда нужно было бы использовать что-то еще. И ту же самую структуру я сейчас применяю для дифференциальных уравнений. Например, у меня есть дифференциальное уравнение f из x минус f из x равно 0. И здесь функция снова называется solve, но не просто solve, а dsolve для дифференциального или дифференциального решения. И здесь я тоже должен указать, для чего я решаю, потому что здесь может быть, например, плюс g от x. То есть еще одна функция, тогда сначала нужно знать, какую функцию я хочу решить. Я просто оставляю g из x здесь и записываю f из x, это функция, по которой нужно решить. Тогда здесь могут быть дополнительные параметры. Здесь также может быть написано, что здесь написано a из x, а не просто x. Я оставлю это на минутку. И поэтому здесь также должно быть написано, что параметром, по которому следует решать, является x. И если у меня есть это, в нем есть все, что нужно, чтобы решить все это. Тогда я выполняю это и получаю вот такой результат, который сейчас выглядит достаточно сложным из-за этого плюс gx, поэтому я ненадолго оставлю это. И вот теперь у меня есть решение, которое выглядит соответственно проще. И вот здесь ты видишь, что f от x это просто и от x, потому что и от x является производной от и от x. И следовательно функция fx, которую ты ищешь, это и от x. Тогда добавляется еще одна константа интегрирования, которая всегда присутствует при этом. Но таким образом я могу очень легко решать дифференциальные уравнения или нормальные уравнения с помощью такой математической программы.